Если ты обеспеченный человек, то легко сможешь выбрать любой из способов иммиграции в США, где нет таких страстей, про которые мы будем говорить сегодня. Но что делать обычным людям, у которых нет больших денег? Как попасть в США, но так, чтобы не застрелили на границе? Ведь есть и такие случаи. Сегодня разберем рабочий способ для небогатых. Обычный человек, который не в теме, наверняка не понимает, зачем и почему люди пытаются попасть в США нелегально. Ведь есть вполне легальные способы, такие как зеленая карта, туризм, учеба, брак, бизнес, работа, виза О.2, виза Л.1, виза для украинцев У4У, крупные инвестиции. Кстати, за крупные инвестиции от 900 тысяч до 1,8 миллиона долларов даже дают гражданство по ускоренной схеме. Но начнем с того, что речь идет про желание остаться в Америке навсегда. Только в этом случае есть смысл пробовать нелегальный способ. Кстати, и здесь тонкая грань. Если вы грубо нарушаете границу, то вас депортируют с запретом въезда на много лет, либо посадят в тюрьму на годы. На самом деле, речь идет про использование пункта в законе, где говорится про обязанность принять беженца из другой страны, если он действительно имеет шансы на получение этого статуса. Потому понятно, что эту лазейку следует использовать, если не получилось по-другому. Кстати, если вы прилетели по туристической визе и решили потом остаться в стране, то единственный способ попробовать продлить эту визу. Проконсультируйтесь у специалиста, как правильно это сделать. А вот способ через Мексику выбирают как раз те люди, кто не смог себе позволить любой другой способ. По сути, это и есть способ для бедных. Если ты хочешь нелегально попасть в США, то есть два направления с суши – с севера и с юга. Но почему чаще выбирают для нелегального пересечения границы Мексику? Начнем с того, что в Канаду сложнее попасть, чем в Мексику, чисто по политическим и юридическим причинам. Также климат играет немалую роль. В холоде будет довольно сложновато стоять в длинных очередях. Также по отношению к канадской границе США постоянно ужесточает миграционную политику. Недавно было достигнуто у США с Канадой соглашение об отказе официального убежища при неофициальном пересечении границы. Из-за этого был потерян всякий смысл подобных попыток. Конечно, есть еще вариант – получить гражданство или ВНЖ в Канаде, а потом попытать счастье. Но это уже совсем другая история и не тема данного видео. Напишите в комментариях, стоит ли снять ролик про канадскую границу. По идее, власти США могли поступить с Мексикой так же, как и с Канадой. Но почему они этого не сделали? Значит, США заинтересованы в иммигрантах. Им просто нужны рабочие руки. Но всех пропускать тоже не дело, так как у них есть дневной план по беженцам. Плюс желательно отсеивать всяких отморозков и больных на голову. Потому первый тест проходит непосредственно на самой границе. Чтобы пересечь пешком, большого ума не надо, потому самый жесткий отбор именно на пешеходной части. Намного больше шансов, если ты пересекаешь границы на машине или велосипеде. Один парень из РФ рассказывал, что самое важное – проехать мексиканский пограничный пункт. Он на велосипеде как следует газанул, а на американском пункте его уже остановили и положили лицом в землю. Но официально он уже пересек границу, потому что может просить статуса беженца у правительства США. Исходя из рассказов очевидцев, у пограничников существует внегласное некое окно, когда они прикидываются невнимательными и нерасторопными. А когда дневной план выполнен, то рандом отключается. В эти часы ты 100% не попадешь на ту сторону. Потому лучше заранее узнать про такие окна. На разных пропускных пунктах свои правила. Но кроме дневных лимитов по иммигрантам, бывают еще и недельные, месячные и годовые. Может так получиться, что лавочку прикроют на целый месяц или даже пару лет, потому нужно постоянно мониторить свежие новости. И да, на сегодня лотерея узаконена в виде специального приложения CBP One. Что это такое? Это специальное приложение, которое нужно скачать на территории Мексики. Но важно понимать, что далеко не любой регион Мексики для этого подходит. Оно принадлежит Агентству по таможенной и пограничной охране США и предназначено для помощи пересечения границы без визы.
Вы скачиваете это приложение, устанавливаете и заполняете анкету. Далее, каждый день нужно подтверждать свое желание, отправляя запрос снова и снова. Для этого каждый день с 10:00 утра по 9:00 утра следующего дня нужно успеть нажать кнопку «Ask for an appointment» в этом самом приложении. Нельзя пропускать ни одного дня, это очень важно. Вы этим доказываете силу своего намерения попасть в США. По сути, это чистейшая лотерея. Статистика показывает, что высокий шанс получить приглашение в течение первых 7 дней пребывания в Мексике. Потом вероятность сильно падает и сильно возрастает спустя 30 дней. Следующая точка отметки – это 70 дней. Если за 90 дней ничего не произойдет, то рекомендуют уехать и через год попытаться заново. Еще важный момент – обязательно нужно иметь поручителя, живущего в США. Если у вас нет таких знакомых, то обратитесь в благотворительный фонд Баптистской церкви, либо другой фонд. Когда вам назначат дату, не опаздывайте, иначе все обнулится. Там вы будете проходить процедуру регистрации. Вам будут задавать много вопросов и пытаться влиять психологически, чтобы проверить устойчивость вашей психики, а также скрытые намерения. А вдруг вы хамасовец или шпион? Если вы мужчина-одиночка, то вероятность 75%, что вас задержат и посадят в нечто похожее на тюрьму, которая там называется detention. Там вы будете проходить дополнительное интервью. Сколько вы там просидите, сложно сказать, у всех бывает по-разному. Если вы женаты и с женой, то вас пропустят без предварительного задержания. Та же история, если вы с детьми или если просто женщина. Чтобы пройти достойное интервью, настоятельно советую проконсультироваться у специалистов. Благо, на YouTube можно много таких найти. Но обязательно помните, что мошенников в разы больше, чем профессионалов. Будьте внимательны с выбором эксперта. В районе Сан-Диего в Калифорнии первые заборы на границе с Мексикой установили еще в 1994 году. Но более масштабное строительство началось во время правления Дональда Трампа в 2017 году. Следующий президент Джо Байден приостановил строительство, но наверняка этот процесс продолжится в будущем. Длина мексиканской границы, где она граничит с США, от Тихого океана до Мексиканского залива, составляет 3145 километров. Она состоит из: первое – физических барьеров. Это стены и заборы. Барьеры варьируются от простых заборов до сложных стен с системами видеонаблюдения. Второе – природные препятствия. Это реки и горы, которые существенно затрудняют преодоление границы. Третье – пункты пропуска. Это официальные пункты, где можно легально пересекать границу. Здесь проводятся тщательные проверки безопасности и иммиграционного контроля. Четвертое – патрулируемые границы. Эти места активно патрулируются агентами пограничной службы США, которые используют беспилотники, инфракрасные камеры и другие средства наблюдения. Если раньше пограничники играли в такую игру, что будто случайно пропускали нелегалов, то в этом смысле лавочка прикрыта. На сегодня методы с перелезанием через забор или дырки в заборе, пересечение на авто или велосипеде, перебежка пешком больше не работают. Но это не значит, что они опять не заработают, так как иммиграционная политика США постоянно меняется то в сторону ужесточения, то в сторону послабления. Таким образом, они регулируют необходимый поток иммигрантов для страны. Во всех развитых странах мира иммигранты являются выгодной темой с экономической точки зрения и в плане демографии. В любой стране люди – это вторая нефть. В первую очередь, нужно понимать, что США – это правовое государство. И так всегда было, что когда закручивают гайки, то потом правозащитники подают иски. В итоге приходят к компромиссу, и ситуация смягчается. Собственно, такое происходит и сегодня. Уже идут судебные разбирательства по поводу новых мер на границе. Вполне может случиться такое, что приложение отменят и вернутся к старой схеме, либо придумают что-то третье. Помните, что иммиграционная политика США очень динамична. Ее качели постоянно отклоняются то в одну сторону, то в другую. На момент конца 2023 года международная политическая обстановка накалена, поэтому на границе есть участки, где сегодня присутствует настоящая армия.
Раньше такого не было, а сейчас уже были случаи, что убивали прямо на границе. Помните, что по закону на границе конституция страны не действует, а значит, может произойти что угодно, и никто за это не отвечает. Многие думают, что если ты прошел границу и тебя отпустили в США на все 4 стороны, то дело в шляпе. На самом деле это не так. Это только 5% успеха. Если тебя пропустили, то ты не можешь находиться на территории страны сколько угодно. Тебе дают время только до слушания в суде. Да, это случится не завтра, а месяцы или даже годы спустя. Но это очень важный момент. На этом суде будут рассматривать ваше дело, и если выяснят, что вы выдумали свой кейс, то депортируют из страны. А это означает, что еще на берегу до пересечения границы нужно было основательно поработать над своим кейсом. Тупо скопировать чужой кейс – это плохая идея. Никогда не считайте себя умнее других, если хотите достичь успеха. Очень важно проконсультироваться с экспертами, а также нанять толкового адвоката с успешными кейсами на своем счету. В последние годы стало известно о новом наркотике – фентаниле, который поступает из Китая в Мексику, а оттуда уже в США. Это очень опасный наркотик, так как он в 100 раз сильнее морфина. Если вы слышали про гибридные войны, то знайте, что наркотики – это одно из орудий такой войны. Ходят слухи, что недавно на встрече Байден обсуждал с Си Цзиньпином тему наркотиков и пришли к общему консенсусу в этом вопросе. И хоть наркотики производятся в Мексике, наркоманами является всего 2,7% от общего населения, в то время когда в США это 13,1% наркозависимых. Поэтому больше шансов встретить наркомана как раз в США, но в Мексике хватает опасностей и без наркоманов. Например, в пограничном городе США Тихуана ночью лучше не выходить на улицу. Этот город занимает первое место в Мексике по уровню убийств на душу населения, но в то же время в этом городе больше всего русских пытаются перейти границу. Именно поэтому придется как-то уживаться с неспокойной обстановкой. Но это реально, если придерживаться простых правил безопасности. Например, глупо носить дорогие часы или украшения в этом городе. Чем будете проще выглядеть и скромнее себя вести, тем безопаснее будете себя чувствовать. По городу преступность распределена неравномерно. В туристических и деловых центрах концентрация ее снижена. Способов перевозки наркотиков через границу огромное количество. Например, в 2017 году 25-летний американец при помощи летающего беспилотника перевозил 6 килограмм наркотических веществ за одну поездку. Аппарат он запускал в 2 километрах от границы. Точно известно, что он успел сделать не менее 5 таких перелетов. А в августе 2019 года был обнаружен подземный тоннель длиной 1313 метров, на глубине 21 метр. Сколько времени он строился и сколько эксплуатировался, остается неизвестным, но страшно даже представить масштабы контрабанды. Особенно если учесть, что там были проложены рельсовые пути для вагонеток. Никогда не ленитесь собирать информацию. Человек так устроен, что мозг он будет напрягать в последнюю очередь. С научной точки зрения, мозг – это самый энергозатратный ресурс. Но как в Мексике, так и в любой другой стране обязательно будут помогайки, которые будут наживаться за ваш счет, помогая там, где это не нужно. Поймите, что часто это люди без принципов и совести. Им все равно, что с вами будет потом. Главное – это успеть побольше содрать с вас денег. И самое обидное, что это будут ваши же соотечественники, которые когда-то были на вашем месте. Они будут очень любезны, будут делать вид, что находятся на вашей стороне, но когда вас поймают и потом депортируют из страны с запретом на выезд на 10 лет, то вам уже ничего не поможет. Если у вас есть возможность не ехать нелегалом через Мексику, а выбрать любой другой альтернативный способ, то лучше выбрать его. Если нет, тогда основательно подготовьтесь в информационном плане и дерзайте. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!